Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. И сегодня вы узнаете, как в домашних условиях приготовить очень эффективное антивозрастное омолаживающая маска из чертополоха. Как раз сегодня и сейчас самое время цветения этого растения, которое дает омолаживающий эффект. Это растение, возможно, вы очень часто встречали на обочинах дорог и проходили мимо него. Обязательно соберите эти растения, небольшое количество, и ваше омолаживающее масло будет готово. Чертополох отлично улучшает регенерацию, улучшает обменные процессы в эпидермисе, улучшает тургор кожи, также улучшает цвет лица. Идеально подходит для зрелой увядающей кожи. Также предотвращает появление преждевременных морщин и предотвращает обезвоженность кожи. Кстати, цветы чертополоха отлично способствуют улучшению состояния кожи. Также улучшает состояние волос и ногтей. Приготовьте это уникальное домашнее косметическое масло из простого растения, и ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Кстати, нанесение этого косметического масла в чистом виде способствует улучшению обменных процессов в эпидермисе, убирает пигментные пятна и улучшает состояние кожи. Оно очень простое в приготовлении. Уверена, что после применения этого очень простого рецепта ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этого уникального средства поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшнего уникального антивозрастного омолаживающего косметического масла, которое вы можете приготовить в домашних условиях, мы будем использовать растение, которое наверняка вы видели много раз и, возможно, проезжали и проходили мимо этого растения. Оно уникальное. И давайте приступим. Я рекомендую набрать несколько таких соцветий. Кто не знает, возможно, чертополох улучшает регенерацию клеток кожи, и его также можно принимать и вовнутрь. Чертополох отлично омолаживает даже самую дряблую увядающую кожу, хорошо подходит для домашнего омоложения. Вот такие цветы чертополоха вы можете также заготовить и подсушить, использовать. Также использовать это растение и в сухом виде. Но идеально подходит именно это растение, когда вы используете его в чистом виде. Оно имеет очень приятный аромат. Масло, которое вы приготовите в домашних условиях из цветов чертополоха, дает очень хороший антивозрастной омолаживающий эффект. Та пыльца, которая содержится в этом растении, отлично омолаживает кожу, хорошо способствует обновляющим процессам в эпидермисе, также хорошо подходит для чувствительной кожи. Обязательно протестируйте свою кожу перед применением этого растения. Если у вас есть аллергическая реакция на растение, конечно же, его не используйте. И давайте приступим. Первое, что нужно взять, конечно же, это баночка стеклянная, либо пластиковая. Не используйте для приготовления домашних масок и домашних косметических масел металлические предметы. Наполните этот состав полностью. Обязательно срежьте черенок. Плотненько набейте именно этим растением емкость. Прям плотно-плотно набивайте. Вот так, чтобы было плотно утрамбовано содержание этого масла. Затем отдельно готовим масляный состав. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы масляные компоненты хорошо взаимодействовали со всеми питательными компонентами, которые содержатся в этом растении. Эти черенки лучше выбросить и не использовать для приготовления домашних масок. Затем возьмите оливковое масло. Оливковое масло лучше всего взять первого холодного отжима. Также оливковое масло вы можете заменить на масло подсолнечное, также первого холодного отжима. Возьмите небольшое количество оливкового масла. Ну, я использовать буду примерно 15 мл. Вот так вот. Можно использовать масло это и на глаз, но я люблю в процессе приготовления домашних масок точность, поэтому использую именно 15 мл этого масла. Добавляю в емкость. Следующий ингредиент для этого косметического средства нужно использовать гиалуроновую кислоту. Кстати, вы можете использовать гиалуроновую кислоту в чистом виде. Также вы можете использовать гиалуроновую кислоту в составе различных добавок. Также в сегодняшнем рецепте я буду использовать гиалуроновую кислоту с витамином С. Вы можете использовать также и блефорогель.
гель-1, в состав которого входит гиалуроновая кислота. Также для достижения наилучшего эффекта, если у вас нет под рукой гиалуроновой кислоты, вы можете использовать также и глицерин. Глицерин – это маслянистая прозрачная жидкость, не имеющая запаха, со слегка сладковатым вкусом. Также отлично удерживает влагу в эпидермисе. Я использовать буду для сегодняшнего рецепта гиалуроновую кислоту с витамином С, который также будет давать и осветляющий кожу эффект. Сегодняшнее косметическое масло также борется и с пигментными пятнами. В состав оливкового масла я добавляю 10 капель гиалуроновой кислоты с витамином С. Я всегда говорю, все компоненты, которые вы можете заменить, то, что у вас есть под рукой, идеально будет работать для омоложения дряблой увядающей кожи. Тщательно размешайте, разведите все компоненты до получения однородной консистенции. Кстати, обязательно соблюдайте порядок приготовления косметических средств в домашних условиях. От этого будет зависеть качество средств и тот эффект, который они будут оказывать на вашу кожу. Тщательно разведите все компоненты. Затем очень аккуратно залейте приготовленные и очень утрамбованные цветы этим составом. Все свои рецепты и домашних масок, и домашних омолаживающих масел я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективное антивозрастное омолаживающее средство. В зависимости от того, какую баночку вы приготовили для хранения, зависит, конечно, емкость, объем этого средства. Если вы залили это средство и у вас она не наполнилась сверху, добавьте оливковое или подсолнечное масло, так, чтобы цветы были покрыты сверху. Очень медленно заливайте эту баночку, так, чтобы все цветы тщательно пропитались. Видите, они как бы впитывают масло. Не торопитесь. Постепенно вливайте. Если вы очень резко вольете масло, то, возможно, оно у вас выльется за края. Возможно, вы не пропитаете все цветы. Как только вы заметили, что все цветы сверху покрыты маслом, нужно еще тщательно утрамбовать, потому что прошло размягчение этих цветов. Уже на глазах оттенок начал меняться. Это говорит о том, что масло пошло во взаимодействие с той пыльцой, которая есть в этом растении. И затем нужно закрыть. Закрывайте, конечно же, пластиковой либо стеклянной крышечкой. Также не используйте металлические крышки для того, чтобы не было окисления. Затем тщательно закройте это масло. Уберите в темное помещение, возможно, в шкафчик. Хранить это масло до готовности нужно при комнатной температуре. Хранить масло нужно от 3 до 5 дней. По истечении этого времени масло готово к применению. Также это масло вы можете обновлять систематически. Готовое масло, которое уже хорошо пропиталось после 5-дневного хранения, вы можете открыть, использовать для нанесения в чистом виде на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями наносите это масло и на кожу вокруг глаз. Не забывайте также это масло наносить на кожу рук и также на ногтевую пластину. Это масло можно хранить при комнатной температуре. То количество, которое, я надеюсь, вы вместе со мной сегодня приготовили, достаточно для месячного применения. Для достижения наилучшего эффекта используйте это масло как заменитель ночного крема 1 или 2 раза в неделю, в зависимости от вашего типа кожи и от состояния кожи. Масло отлично омолаживает кожу, улучшает тургор кожи, способствует активному обменному процессу в эпидермисе. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. А я вас всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока!